Всем привет! Вы на канале Вязание Вязаная мечта от Алены Хашевой. Сегодня в рубрике обзор старых журналов мы посмотрим журнал «Ваши хобби» номер 4 за 2006 год. Этому выпуску уже почти 19 лет, но он до сих пор остается полезным. Здесь много узоров и фасонов, которые не теряют актуальности, и их легко адаптировать под современную пряжу и стиль. Перед тем, как перейти к страницам, скажу пару слов. Старые журналы часто удивляют необычными сочетаниями ажура, кос, текстур. Эти идеи можно смело брать за основу, добавлять свои цвета, какие-то свои маленькие детали, и получится современная модель. Просто надо адаптировать под сегодняшнюю моду. Теперь давайте посмотрим по порядку, по моделям. Я буду показывать каждую страницу и кратко говорить свое мнение по модели. Итак, первая модель, нежнее нежного называется, сиреневого цвета, такой вот нежный цвет. Это джемпер с волнистым узором. Волны создают такой мягкий фактурный рисунок, очень женственный, воздушный. Отличная идея для современного варианта, я думаю. Это уже, мне кажется, на любителя. Кому нравятся такие вот волны, то можно вполне связать и носить и в нашем современном сейчас мире. Итак, следующие модели. Так, номер 2. Здесь у нас жакет розовый. И номер 3 называется «Ажурные волны». В принципе, вот такой вот я похоже вязала недавно. Я покажу вам, какую модельку я связала. Я ее удачно ношу. Вязала я из хлопка. Такой вот переходящий весенний, наверное, больше вариант, мне кажется. Что касается розового жакета, то здесь есть пуговицы маленькие и такие вот ажурные дорожки. Давайте посмотрим, что у нас дальше в журнале. Так, такой вот интересный джемпер с вышивкой. Вышивка сейчас очень модная, и в принципе она всегда дополняет, украшает. Здесь тоже вот интересная идея такая. Ажурные такие дорожечки и небольшие маленькие цветочки. Так, давайте смотреть, какая у нас следующая модель. Так, модель номер 5. Узорный пуловер, запах мяты называется. Ну, здесь сочетание получается структурных элементов. Здесь коса, ажур. Коса добавляет объем, ажур легкости. Можно такое сочетание взять за идею и связать какой-то современный фасон свитера, пуловера. Мне кажется, будет смотреться очень даже неплохо. Так, шестая модель у нас прохладная синева с своеобразным вырезом. Ну, здесь как бы тоже ажурные дорожки и какая-то такая небольшая волна. Рукава здесь широкие, конечно, моделька не современная, но опять-таки адаптировать под современную моду тоже можно. Можно брать как за идею. Следующая модель у нас номер 7. Седьмая модель с вырезом лодочка, и связана она резинкой 2 на 2. По этой модели тоже я особо ничего сказать не могу. Это тоже на любителя. Я не люблю изделия плечевые, связанные резинкой. Полностью, если связаны резинкой. Поэтому посмотрели. Давайте посмотрим следующий. Модель номер 8. Это меланжевый пуловер. Вернее, даже не пуловер, а свитер. И сам меланж, он и так украшает. Даже не нужно какие-то сложные узоры. Для меня это как обычная повседневная модель, универсальная. И сейчас такую можно носить. Так, следующая у нас моделька номер 9. И называется «Точный расчет». Здесь у нас лодочка, или даже не лодочка. Здесь, судя по выкройке, вообще не вывязывается горловина. Прямая просто закрывается и все. Ну, получается в виде лодочки. Ажурный узор. Ну, базовый вариант. Можно такой узор использовать при вязании современных моделей.
Так как сейчас у нас оверсайз часто много носят, то, мне кажется, этот узор вполне подойдет, если будут рукава широкие и удлиненный будет сам джемпер. Может быть, как идея тоже получится неплохо. Так, следующая великолепная двойка. Что мы тут имеем? Двойка с бахромой. Здесь у нас есть какой-то топ и жакет. Ну, топа нету вблизи, но, судя по всему, здесь что-то похоже на какую-то скрещенную резинку, возможно, узор сам. Интересный. Если мы приблизим, то мы увидим, что здесь идет как бы посередине, и верхняя часть связана таким узором, как бы скрещенным. И рукава тоже связаны. А по бокам обычная лицевая гладь. В принципе, смотрится интересно. И мне кажется, что если связать сейчас такой топ или пуловер с короткими рукавами, как в журнале указывают, что это пуловер, но это как джемпер, то мне кажется, что будет очень даже интересно. Современная такая классика. Можно вязать. Что касается жакета, ну, бахрома, конечно, то как бы меня не впечатляет, а сам полосатый узор, судя по схеме, на которую я смотрю, я думала, может быть, здесь вытянутые петли, но нет, здесь просто чередование изнаночной и лицевой петли, и вот благодаря цветовому сочетанию, и когда ты меняешь, например, расположение петли, то получается такой вот интересный полосатый узорчик. Надо будет попробовать по этой схеме. Мне кажется, очень красиво будет смотреться. Давайте посмотрим дальше, что нам предлагают модельеры. Так, модель 12 и модель 13. Слагаемые успеха. Модель 12. Коричневый джемпер. Ну, это универсальная вещь базового гардероба. Теплый оттенок такой и практичный фасон. Если его немножко откорректировать, убрать ленточку, например, рукава немного видоизменить, и вполне, мне кажется, можно связать такого плана с таким узором. Так, модель 13, жакет на молнии. Думаю, что тоже хороший узор для жакета. Если его связать короче немного, то он будет более спортивно выглядеть, и очень удобно, что есть молния. Давайте посмотрим, что у нас дальше. 14-15. Ну, 14 такой вот свитерок, косы араны. И 15 жакет на молнии с таким большим воротником. Видимо, воротник поднимается и как свитер. Наверное, замок прям до конца получается, да. Интересные узоры, косы и араны никогда не выходят из моды, просто их надо опять-таки под фасоны и под современную моду приспосабливать. Но вот жакет белый, он вполне неплохо смотрится. Мне кажется, что можно такой вязать и сейчас. Сейчас модные бомберы всякие, жакеты. Очень даже интересный узор. Так, давайте смотреть дальше. Что мы тут видим? Здесь у нас в моде зеленый, салатовый, фисташковый, оливковые цвета. В принципе, 16-я модель связана из меланжевой пряжи. Это стандартная модель. Единственное, что здесь вышивкой немного украсили. Опять-таки за вышивку я говорю, что это сейчас и в наше время она модна. Можно это взять как за идею. Но я бы, например, к таким моделям не добавляла. Мне кажется, оно как-то не смотрится. Что касается 17-й модельки, то очень интересный узорчик. Это такой вот в шахматном порядке узор из кос. Смотрим дальше. Так, у нас здесь 18-я модель, ажурные ромбы. Видите, здесь в этом журнальчике много ажура.
Что касается ажурных ромбов, то они тоже никогда не выходят из моды. По-моему, из сезона в сезон их вяжут. И здесь красивая резиночка связана на рукавах и сверху отделка горловины. Такой симпатичный свитерок, джемперок. Мне кажется, что и сейчас такой можно связать. Так, дальше идет опять ажурный у нас джемпер, только уже в виде листьев. Тоже листья всегда актуальны. В каждом сезоне мы их видим в журналах. Следующая модель. Так, у нас здесь жакет с косами на рукавах и топ с запахом. Ну, к сожалению, топа вообще не видно. Ну и жакет, в принципе, не совсем видно, что здесь какие косы. Просто не особо понятно. Но, судя по выкройкам, то топ короткий, связан лицевой гладью. Ну и коса здесь самая, наверное, обычная, просто сбоку на рукавах проложена. Особо нечего сказать по этим моделям. Так, следующая модель. Так, пуловер с ленточками. Ну, ленточки как-то совсем здесь не смотрятся, не знаю, как было в 2006 году, это модно или нет. Но на сегодняшний момент я считаю, что это лишнее. А низ и рукава можно рассмотреть как вариант для вязания какой-то модели. Идея хорошая. Так, и последняя модель у нас это такая романтическая какая-то кофточка. Плечи здесь как-то открыты, не знаю, как рукав держится. Но что можно по ней сказать? Узор симпатичный. Если его перенести на оверсайз, если хватит вот самой схемы, там раппорта и всего остального, то мне кажется, что можно что-то интересное связать. Так, это последняя модель у нас, и на этом обзор заканчивается. Ну, что можно сказать про этот выпуск? Здесь собраны классические косы, ажур, разные волнистые узоры, даже вышивка есть. Можно какие-то идеи присмотреть и обновить с помощью современной пряжи, современной моды. Если вам нравится этот журнал, ставьте лайк. Если что-то присмотрели себе, пишите в комментариях. Ну что, какой узор я предлагаю вам связать? Здесь достаточно много разных интересных узоров, но мне понравился вот этот вот узор, модель 17 на этом жакете. Очень интересно смотрится, его можно использовать для разных моделей, как детских, так и взрослых. Поэтому предлагаю вам попробовать связать вместе со мной. Давайте, как всегда, посмотрим поближе саму схему. Выглядит она вот таким образом. Здесь особых сложностей нет. Здесь у нас, получается, идут перехлесты. И раппорт узора у нас 16 петель в ширину и с 1 по 12 ряд в высоту. Давайте приступим к вязанию узора. Я взяла толстую пряжу, связала 2 раппорта в ширину и 2 раппорта в высоту. И сейчас вместе с вами мы свяжем еще один раппорт. Начинаем наше вязание. Про кромочный я говорить не буду. Кромочный всегда есть при любом вязании. Давайте начнем с первого ряда. Вяжем согласно схеме 8 лицевых петель. Дальше нам надо перекрестить 4 петли, 3 к 1. То есть мы одну петлю оставляем перед работой, а 3 первые петли мы их за работой оставляем. И перекрещиваем. Мы можем применять спицу специальную для кос. Я буду без
этой спицы. Отсчитываем 1, 2, 3, подхватываем 4-ю петлю, скидываем эти 3 петли, придерживая, чтобы они не распустились, одеваем их на левую спицу, затем возвращаем петлю, которую мы подхватили изначально, и провязываем лицевыми петлями все 4 петли. 1, 2, 3, 4. Дальше, согласно схеме, нам надо сделать то же самое, только налево. Здесь мы на правую сторону сделали перехлест, а в этот раз будем налево делать. Нам надо уже 3 вот эти вот петли оставить их за работой, но в левую сторону. Мы их подхватываем, все 3 петли мы подхватили, скинули и первую петлю одели на левую спицу. Затем мы одеваем петли, которые перенесли на правую спицу, на левую, и провязываем все петли лицевыми. Я вам показала, как вяжу я, без спицы дополнительной. И сейчас возьму спицу и следующий раппорт провяжу со спицей. Смотрим на схему. У нас раппорт первый закончился. Мы начинаем опять с самой первой петли и вяжем второй раппорт. У нас по схеме 8 лицевых петель. Провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И теперь при помощи спицы специально для кос будем вывязывать косы, узор из кос. Так, сначала нам надо перекрестить 3 петли и 1 вправо, затем 1 петлю и 3 влево. Итак, оставить 3 петли на вспомогательной спице нам надо. Нам надо вот эту вот петлю перекрестить с первыми 3. И вот эта вот петля, она должна у нас быть перед работой, а 3 петли за работой. Поэтому мы снимаем на дополнительную спицу 3 лицевые петли, оставляем их за работой. Дальше мы провязываем 1 лицевую петлю. Затем провязываем петли со вспомогательной спицы. Для удобства мы их переснимаем на рабочую спицу, так будет легче. И провязываем. Возвращаем их как бы. Провязываем лицевыми петлями. Провязали. Видите, у нас перехлест вправо, и у нас петля это впереди. Теперь нам надо сделать так, чтобы первая петля была перед работой, а следующие 3 петли за работой. Поэтому что мы делаем? Мы первую петлю снимаем на дополнительную спицу, оставляем ее перед работой, провязываем 3 петли, которые нам надо провязать, лицевыми петлями. 1, 2, 3. Затем вот эту вот петлю мы переснимаем, возвращаем на левую спицу и провязываем ее лицевой. Все, мы закончили наш раппорт. Что мы видим? Что у нас в эту сторону теперь петля влево. И следующий ряд изнаночный мы провязываем все петли изнаночными петлями. Я провязала изнаночный ряд. Давайте посмотрим, как у нас получается. И давайте вяжем следующий 3-й ряд. У нас уже не 8 петель будет на 1 петлю больше. 9. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Теперь нам надо перекрестить направо 3 петли, а не 4, как в предыдущем ряду. Вот у нас идет как уже середина этой нашей елочки. И мы опять берем, и мы по тому же принципу опять делаем перехлест этих петель. В предыдущем ряду было 4 петли, в этом ряду у нас 3. Мы первые 2 петли оставляем, последнюю петлю, третью, мы подхватываем, сбрасываем эти 2 петли, одеваем на левую спицу, возвращаем петлю, которую мы пересняли изначально, и провязываем все 3 петли лицевыми. Раз, два, три. А с этой стороны мы делаем перехлест налево, поэтому первую петлю мы оставляем перед работой, а 2 остальные петли мы подхватываем, сбрасываем первую петлю, переснимаем ее на левую спицу, одеваем 2 петли, которые мы подхватили изначально, и провязываем их тоже лицевыми петлями, все 3 петли. Все, у нас теперь получается, здесь была косичка из 4 петель, а здесь у нас из 3 петель. Следующий ряд у нас будет уже из 2 петель. Давайте провяжем дальше. Еще раз покажу при помощи спицы. У нас получается 10 петель будет между узорами. Так, и делаем то же самое. Переснимаем на вспомогательную спицу 2 петли и оставляем за работой. Провязываем лицевую петлю. А теперь провязываем петли со вспомогательной спицы. То есть мы их одеваем обратно на левую спицу. И провязываем лицевыми. Следующие 3 петли мы делаем перехлест, и мы оставляем одну петлю на вспомогательной спице перед работой, снимаем ее, оставляем перед работой, провязываем теперь 2 лицевые петли. И теперь провязываем петлю со вспомогательной спицы. Одеваем ее обратно на левую рабочую спицу и провязываем лицевой. И дальше у нас одна лицевая петля согласно узора. Все, мы сделали перехлест налево, вернее направо и налево. Следующий ряд мы провязываем изнаночными петлями. Вяжем 5-й ряд. У нас теперь по схеме 10 петель лицевых сразу провязываем. И делаем перехлест 2 петель. 2 петли направо и 2 петли налево. Мы меняем местами их. Здесь можно и не использовать спицу, будет легко и так поменять. И провязываем их лицевой. Мы сделали перехлест направо, теперь мы делаем перехлест налево. Петля у нас остается перед работой, мы подхватываем, заводим спицу сзади, подхватываем петлю вторую, сбрасываем, придерживая пальцем, возвращаем назад первую петлю, возвращаем ту, которую мы подхватили, и провязываем их лицевыми петлями. Раз и два. И у нас перехлесты этих 2 петель вправо и влево. Дальше у нас согласно схеме провязываем 12 лицевых петель.
Так, и еще раз. Следующий ряд у нас изнаночный, мы его провязываем все петли изнаночными петлями. Итак, мы провязали первую часть. У нас получается узор в шахматном порядке. Следующая часть будет уже начинаться перехлесты в начале, затем у нас лицевые петли будут и опять будут косички, перехлесты. Итак, давайте будем вязать 7-й ряд, и сразу же начинаются перехлесты. Так, кромочная петля. Итак, согласно описанию, оставляем 3 петли на вспомогательной спице за работой. Дальше провязываем одну лицевую и провязываем петли со вспомогательной спицы. 3 петли оставляем за работой, то есть мы подхватываем петлю 4-ю, сбрасываем все эти петли, одеваем на левую спицу, возвращаем петлю, которую мы подхватили, одеваем на левую спицу и все петли провязываем лицевыми петлями. Мы сделали перехлест 3, одну вправо. Следующее. Нам надо сделать так, чтобы у нас был перехлест влево. И теперь мы делаем наоборот. Оставляем одну петлю на вспомогательной спице перед работой. Затем 3 лицевые петли провязываем. И провязываем петлю со вспомогательной спицы. Итак, перед работой мы оставляем, значит, нам надо подхватить 3 последующие петли. Подхватили их, сбрасываем, одеваем петлю, которая у нас первая, на левую спицу, возвращаем петли, которые мы пересняли, и провязываем все петли лицевыми петлями. Дальше, согласно рисункам, мы вяжем 8 петель лицевыми, и опять повторяем раппорт. Вяжем 9-й ряд. Так, у меня кромочная петля, далее 1 лицевая, и делаем перехлест уже из 3 петель. Подхватываем 1 петлю, 2 петли оставляем за работой, делаем перехлест, провязываем все 3 петли лицевыми. И теперь мы первую петлю оставляем перед работой, 2 последующие петли провязываем сначала, меняем местами петли, а потом провязываем 3-ю петлю. Между косами у нас 10 петель, и опять делаем перехлесты. Нам осталось провязать 11-12 ряды. Вяжем 2 лицевые петли, затем делаем перехлест направо, из 2 петель, и перехлест налево из 2 петель. Согласно рисунка вяжем лицевые петли, одиннадцать, 12. Повторяем. Давайте посмотрим, что у меня вышло. Я закрыла петли. Еще этот образец я постираю для того, чтобы петли выровнялись. И мы еще раз на него посмотрим. Итак, высох мой образец. Узор очень интересный, фактурный и, на мой взгляд, универсальный. Его можно использовать не только для жакета, но и, например, для любых изделий вязаных. Это может быть и детские изделия, и даже аксессуары. Если связать шапочку с таким узором, то тоже будет смотреться неплохо.
На этом у меня все. Оставайтесь вместе со мной, подписывайтесь, чтобы не пропустить мои видео. И пишите в комментариях, как вам этот узорчик, нравится, не нравится, использовали вы его в каких-то своих изделиях. Всем пока, до новых встреч!